Друзья, всем привет! Вы на канале «Давай запишем», с вами Александр. Сегодня вашему вниманию знакомство с аудиоинтерфейсами от компании Carver. Модели Saturn 1 и Saturn 2. Поехали! Для начала, кто такие Carver? Это компания, которая была основана в 1979 году американским разработчиком звукового оборудования Бобом Карвером. Аудиоаппаратурой он заинтересовался еще в юном возрасте, затем, получив образование инженера-физика, приступил к изобретению высокоточных конструкций, которые были весьма популярны как в начале 70-х, так и в начале 10-х нашего столетия. Впрочем, кому интересна история этого бренда и его продукты, можете погуглить и почитать. Сейчас разработкой аппаратуры занимаются американские инженеры. Производство находится в Тайване. Достаточно для вступления. Переходим непосредственно к нашим картам. Повторю, это Saturn 1 и Saturn 2. И прямо из названий становится понятно, что у первой карты один микрофонный вход, у второй 2. Ну и вместе с этим некоторые отличия у них, естественно, имеются. Давайте посмотрим. У первой мониторинг переключается вот этим селектором, у второй поворотным фейдером, что, наверное, несколько привычнее для нас. Дальше. Saturn 2 имеет независимое управление наушниками. У первой карты этого нет. Немного неудобно, но не критично. Приспособиться можно. И последнее. У первого Сатурна выход на тюльпанчиках, у второго на взрослых джеках. Ну а дальше все остальное понятно и без моих комментариев. По цифре ничего удивительного. 24192. По совместимости Windows 10, 11, macOS 11, 12, 13. В нагрузочку с продуктом получаем Cubase LE13. Драйвер для Windows на сайте имеется, для яблок не нужен. Ну и последнее – это цена. На сегодняшний день, с учетом сумасшедшего курса, Saturn 1 стоит 12 990, вторая модель – 14 990. Как-то даже прям совсем недорого. Но давайте подключимся и хорошенько потестим, после чего уже и дадим финальное резюме. И чтобы не занимать ваше время и не тратить свое, сделаем это на модели побогаче. Значит так, подключились, все без проблем, драйвер установился моментально, тут же все было компьютером замечено, в общем, карточка работает сразу, без всяких вопросов и проблем. Говорю в конденсаторный. 1, 2, 3, 4, 5. Обращайте внимание, громкости где-то, чуть меньше 3 часов. Это, судя по графику, оптимальная величина. То есть запас еще есть, запаса много. Так что с этим все хорошо, с преампом хорошо. По шумам, слушайте сами. Некий рабочий фон идет, там от компьютера, от кабинета, от карточки, от самой нет. Она вообще бесшумная, что удивительно. Беру теперь динамический микрофон. Тут чуть больше 3 часов для того, чтобы был такой же уровень, как только что был с конденсаторным. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Работает прекрасно. Сейчас я его кладу и выкручиваю громкость до упора, чтобы послушать здесь, что с шумами. В общем, картина та же. Где-то рабочий шум от компьютера и от чего-то у нас еще тут есть. Как такового шума от карты я не слышу. Дальше что у нас? Дальше у нас наушники. Вот на мне сейчас 32 Ома Эйконы. Чуть больше половины дал громкости, было уже невыносимо. То есть предусилок работает очень сильно. Решили проверить дальше. Взяли суперлюксы 150 Ом. Картина была практически та же. Чуть больше половинки, может быть, к 3 часам подбирались, все, уже стало невыносимо громко. Поэтому, предусилок хороший. Я думаю, что и 250 тоже нормально будут играть наушники, так что с этим здесь все в порядке. Давайте для пущей, наверное, убедительности что-нибудь сейчас споем, потом попробуем обработать вокал, послушаем, что на выходе у нас получится.
В конце туннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Ну а сейчас для особо пытливых умов давайте посмотрим, что у этой карточки с задержкой. Ну, как сможем, так покажем. Ну что сказать, друзья мои, для старта этой компании совершенно неплохо. Карточки вменяемые, недорогие, по функционалу вроде как все есть, даже тот же самый лупбэк есть. Ну, может быть, есть какие-то вот неожиданные штучки вроде вот этих селекторов, ну и что? Ко всему можно приспособиться. На наш взгляд, то, что нет шумов и то, что есть хороший запас по предусилителям, это уже очень хорошо. А также выход на наушники. Он достаточно громкий и потянет даже 250. Кому-то это тоже пойдет. Одним словом, здорово, что появляются на нашем рынке вот такие вот новинки. Я думаю, что дальше будет больше, дальше будет лучше. Ну и не будем горевать от того, что уходят знаменитые бренды. Замена всегда найдется. Но напишите, кстати, как вы относитесь к тому, что на наш рынок приходят какие-то новые игроки. Что-нибудь, если где-то покупали, тоже пишите, рассказывайте, что понравилось, что нет. Ну, а пока рекомендуем. Карточка Carver Saturn 1, Saturn 2. 13 и 15 тысяч без каких-то копеечек. Все на этом, друзья мои. Всем удачи и всего доброго. Все, Даня, домой. А финальное слово? Потом. А, оно не идет здесь? Не. Потому что мне надо, я буду от себя что-то говорить, потому что я же понятия не имею, что это вообще. Окей.